Привет, мой добрый зритель. Буквально 2 дня назад, 12 ноября, у моего сына был день рождения. Он появился в этом прекрасном мире 12 ноября 2015 года в 21:05. И сегодня я решила вам рассказать эту теплую, трепетную историю, как все происходило от начала до конца. Ну, все вы знаете, что беременным женщинам очень важно много двигаться. Если нет никаких противопоказаний, надо и ходить много, и плавать. Собственно говоря, все это я и делала. И помню, 12 ноября 2015 года, сижу я, значит, своими партнерами и чувствую там что-то внизу у меня, в общем, начало происходить. Я поняла, что начали отходить воды, но пока я была беременна, я общалась с девочками, у которых есть дети, которые уже рожали, и наводила справки, где лучше рожать, где лучше какой врач. И, значит, мне девочки рассказали про такого врача, который работает в Москве. Вот мои слова благодарности через 10 лет. Это Якунин Глеб Павлович. Ну так вот, я очень хотела рожать у него, но в той больнице, в которой он работал, это была больница для сердечников, то есть там лежали девочки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с множествами разных противопоказаний и так далее. Конечно же, просто так меня бы в эту больницу не взяли, хоть я хотела, ну как бы я ехала, узнавала, но там сказали: Виктория, тут вот у нас все лежат, видите, послушно, а вы, скорее всего, построите всех на зарядку, поэтому мы вас не можем взять. Не, они мне так не сказали, я просто немножечко утрирую, чтобы было смешно. Но вы поняли, что там лежат как бы такие особенные женщины, потому что там, если какие-то сложности, то там очень серьезные врачи. И вот в эту больницу я хотела, прям я видела, что я именно там буду, я хотела туда и все. Ой, сейчас такое вот волнение испытываю внутри, потому что вспоминаю все. Позвонила я брату и говорю: так, у меня отошли воды, я поехала, в общем, в больницу. Он говорит: в какую больницу? Куда? Я говорю: да вот сейчас возьму такси и поеду. Он говорит: стой, давай, говорит, бери такси, езжай домой, там же у тебя сумка приготовленная. Ну, все женщины знают, если собираешься рожать, нужно собрать определенные вещи, там у них список, чтобы вот все было уже под рукой. Взяли мы эту сумку, все необходимое, документы, все. Брат нервничал больше, чем я, конечно. Вот. Ну, я ехала как на праздник, встречу со своим ребенком наконец-то. Ну, значит, все, поехали мы в больницу. Я сейчас не помню номер этой больницы. Я просто врача запомнила. Якунин Глеб Павлович. Красивый такой врач, блондин с голубыми глазами. Вот. И просто вот хотела, чтобы вот родить у него в руках. И что вы думаете? Когда я приехала в эту больницу, спасибо Господу и небесам, это была как раз смена Глеба Павловича. Моему счастью не было предела. Брат дал мне эту сумку, и пошла я наверх, ну, в общем, готовиться к родам. Когда уже меня обсмотрели, сказали: вы знаете что, Виктория, мы можем вызвать стимуляцию, безусловно, но в вашем случае, конечно же, лучше делать кесарево. Все вы знаете, я уже вам говорила, что я много лет преподавала пилатес в Москве, но там не только пилатес, но основное направление у меня было пилатес. Ну а там мышцы очень так сильно приводятся в тонус, особенно мышцы малого таза. У меня этих тренировок было всегда несколько в день, поэтому мышцы были в очень таком гипертонусе, я бы сказала. Врачам я это сказала, потому что когда врачи обследовали меня, они сказали: вы знаете, Виктория, такая ситуация, у вас матка вот так вот закрыта, вот, то есть там даже нету намека на раскрытие, там даже и не планируется раскрытие. Они говорят: мы вас можем простимулировать, но это не самый лучший вариант в вашем случае, потому что мне уже было за 30, и чтобы не навредить ребенку, лучше делать кесарево. Я говорю: да, конечно.
Я не задумывалась ни секунды, потому что там шикарные врачи, там шикарная обстановка, там есть детская реанимация, кстати, очень такая серьезная. Вот. И я говорю, ну, режьте меня хоть на 4 кусков, главное, чтобы ребенок был в нормальном состоянии. Меня приготовили, и уже через 2 часа я уже была наверху в палате. Там у меня были тапочки на ногах, и на волосах такая шапочка на голове, и все. Больше ничего не было. Какой-то халатик накинули, ну и все. Я уже, значит, в палате сижу, там врачи уже готовятся, вызвали всех врачей, потому что это было не запланированное. То есть я приехала в больницу, и когда уже воды отходят, они не имеют права отказать, ну вы знаете эти правила. И, в общем, так и случилось. Там такая палата вообще, вау. И я, значит, говорю Глебу Павловичу, говорю, ну, я себя чувствую как в кино, я такую палату только в кино видела. А Глеб Павлович говорит, вы, Виктория, в кино, вон камера и вон камера. Так что там были съемки. Все прошло хорошо, потому что иначе не могло пройти. У меня был настрой классный такой, оптимистичный, веселый. Мне сделали укол в позвоночник. И буквально там через, не помню, 10 или 15 минут я уже была готовая. Уже все, подключили эти всякие там аппараты. Там было, по-моему, 5 врачей. То есть помню, что одна женщина была, вот так вот она с левой стороны помогала врачу, а все остальные мужчины были. Как-то так. Ну, значит, классная такая обстановочка была. И, значит, когда уже вот операция началась, я говорю, вы знаете что, хочу вас предупредить, пока не поздно. Дело в том, что папа ребенка, он из Нигерии, и я заказывала шоколадного ребенка, но может родиться черный, как кожаный портфель. Поэтому хочу вас предупредить, чтобы вы не испугались, а то, говорю, мало ли, вы испугаетесь, и что-то пойдет не так, поэтому хочу вас предупредить. Они говорят, Виктория, вы нам настоящий стендап устроили? Но я их там смешила, конечно. Такая обстановка была, врачи все симпатичные. Глеб Павлович, голубоглазый блондин, вот так перед вами. Это вообще, рожать с таким мужчиной, это просто сказка. Ну, я им пыталась создать такую же обстановку, которую они мне создали. Ну вот, я рассказала им, пока они там делали операцию, откуда папа, что такой ребеночек, это была мечта всей моей жизни. Я захотела такого ребенка еще с 2005 года, когда Анджелина Джоли усыновила темнокожего ребеночка. Я думаю, вот это крутая женщина, вот великая женщина. Я так загорелась этой идеей, я так захотела. Я захотела вот такого немножко другого ребенка. Я вот к таким детям испытываю особое такое чувство, особенную какую-то любовь и притяжение. Не знаю, с чем это связано, не могу объяснить, но говорю вам то, что я чувствую. В наших странах невозможно усыновить детей из Африки, то есть у нас нет таких законов. В наших странах, я имею в виду Россия, Украина, Беларусь, вы можете усыновить только ребеночка из нашей страны. Вот, я так расстроилась, думаю, ну ладно, ну раз нету таких вот предложений, ладно, так и быть. Ну что ж, я как бы отложила эту мечту, думаю, ну не судьба, забыла об этом. А потом, спустя 10 лет, я первый раз полетела на отдых в Хургаду. Это был отель Алибаба. И помню, как сейчас, я немножечко в то время параллельно занималась туризмом, и мы договорились в Египте встретиться с моим коллегой из Белоруссии, Сергеем. И вот мы сидим, с ним ужинаем, и подходит мальчик, вот так, с правой стороны, негритенок, лет примерно 7-8, и смотрит на меня вот так в глаза, такими красивыми, чистыми глазами. Боже мой! У меня сердце остановилось на несколько секунд.
И я поняла, что я влюбилась в этого ребеночка. Я потом везде ходила за ним, познакомилась с его мамой. Его усыновила женщина из Бельгии. То есть ей где-то было на тот момент лет 55. Вот. А он прям черненький-черненький, такой классный. У него такие глаза большие, красивые, теплые-теплые. Я говорю: Сергей, смотри, какой ребеночек. Я за ним ходила, а он фотограф еще. Он меня фотографировал. Я говорю: Сергей, я влюбилась в этого ребенка. Он говорит: ну, Виктория, поскольку ты еще долго будешь на отдыхе, ты вот не расслабляешься, не употребляешь ничего, вот займись делом. Найди себе такого папу и роди себе ребеночка. А то, говорит, если ты сейчас не сделаешь, то уже никогда не сделаешь. Так вот он мне такое напутствие дал. А я, знаете, как относилась к детям? Я понимала, что есть дети вокруг, но я их как-то особо и не замечала. Ну, то есть не замечала. Мне казалось, что я вообще женщина для дел, деловая женщина, что как бы дети это не мое. И я так к ним примерно и относилась. Я их даже особо как бы и не понимала как-то так. Я их даже побаивалась. И вот он мне дал такое напутствие. И в тот же вечер на танцах подходит знакомиться ко мне отец Маркуса. Пригласил меня на танец. И вот так вот мы с ним познакомились. И вот. Но это я потом расскажу отдельно, как это все случилось. Дорогие друзья, пусть это будет следующее видео. Ну, давайте вернемся к родам. Роды прошли хорошо, успешно. Буквально через 10 минут я услышала вот это. Знаете, как детки кричат. И мне показали Маркуса. И я смотрю на Маркуса, а Маркус белый. А у меня же датчики были тут или тут, не помню, где-то на руках. И у меня пульс пошел вверх, сердце сразу на аппарате тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. А доктор, анестезиолог, говорит: Виктория, что такое? Говорит: все хорошо, вот ребенок здоров, все хорошо. Я говорю: представляете, я хотела темного, а он получился белый. А врачи говорят: Виктория, не переживайте, не переживайте, он потемнеет от первых серьезных солнечных лучей. Все вот эти детки шоколадные рождаются беленькими, светленькими, а потом темнеют со временем. То есть набирают вот этой краски, вот этой пигментации при встрече с солнечными лучами, и кожа темнеет. Но они меня успокоили. А так представляете, как реагирует сердце, как реагирует наш организм, психосоматика на вот подобные действия. Я успокоилась, Маркушеньку поцеловала 2 щечки, он такой хорошенький. Ой, ну сами знаете, что такое детки, встреча со своим ребеночком. Маркушика забрали в палату детскую, ну а я после Кесарева пошла в другую палату. У меня там был такой отходняк, знаете, когда все трясет, но со мной на соседней кроватке лежала медсестра, то есть она ночевала со мной, дабы чтобы не случилось, то есть там так все ответственно. А у меня был такой отходняк, брат позвонил, я говорю: все хорошо, в общем, но они уже пьяные были с друзьями. У меня такой колотун был, зубы вот так, знаете, меня так трясло. Но я довольно быстро пришла в себя. На следующий день меня уже перевели в палату свою. Принесли мне бульончик, такой вывар из говядины. Вкусный-вкусный, без соли, без ничего, но так вкусно было. Рядышком там девушка лежала, тоже она только-только родила. Тоже Кесарева у нее. И вот, значит, мы вместе в одной палате были. И мне принесли Маркуса. Это незабываемые чувства, конечно. Мне моя напарница помогала его там пеленать, потому что у нее уже 2-й или 3-й ребенок, а у меня 1-й. Я смотрела, я даже не знала, что делать с ним. Даже так вот боялась трогать. Но она меня научила всему. На следующий день уже я набрала шоколадок разнообразных, там памперсов. Много шоколадок, у меня было что-то штук, наверное, 15. Ну, после Кесарева, знаете, там висит такой для мочи мешочек. Я взяла этот мешочек в руку, согнулась вот так в 3 погибели,
И пошла по коридору, понесла эту сумку в палату, ну, чтобы угостить медсестр, чтобы они хорошо относились к Маркусу. Ну, это так, выразить благодарность. Памперсы там отнесла, все там остальные вещички, которые нужно было. Весь коридор с меня бурно смеялся, потому что это такое зрелище, когда ты сам еле идешь. В одной ручке этот пакетик, куда моча отходит, в другой руке сумка с подарками и с памперсами. И вот такая я шла по коридору навестить сына. Мне, конечно, его привозили несколько раз в день кормить. Молоко у меня шло хорошо все, я там расцеживала, меня напарница, соседка учила. Ну, в общем, вот так все прошло. И через 7 дней брат с другом приехали, меня забрали. Медсестра это не знала, кому давать. Там дает одному, говорит, возьмите, кто папа? Говорит, я не папа. Она брат говорит, я тоже не папа. Но эта медсестра, конечно, ну, папа в Нигерии жил. Вот, я ему написала, у нас с тобой получился светленький ребенок. Он говорит, о боже, светленький. Я говорю, ну ничего, врачи сказали, что он потемнеет. И да, мои дорогие зрители, когда мы поехали уже в Сочи, и Маркус столкнулся с первыми серьезными такими лучами солнца, он набрался этой пигментации. Ну и вот, как видите, у меня получился шоколадный ребенок. Это все так интересно, потому что когда я, значит, изучала, какой ребенок может родиться, то есть там 4 из 10 светлый шоколад, 4 из 10 темный шоколад, прям такой черный шоколад, один абсолютно черный может родиться и один абсолютно белый. То есть там вот такая процентность. Но я вот хотела именно такой более светлый шоколад, вот как он получился. Но видите, я даже не знала, что вот эти детки, они рождаются совершенно светлыми, белыми. И, в общем, как-то так. Я подумала сначала, что мне не получилось. Думаю, зачем я это все затеяла, провалила сделку. В общем, вот так вот. Но ты же все равно любишь ребенка, неважно, какой он светлый, темный, черный. Мои друзья говорят, Виктория, ну ты экзотичка. Говорит, да если родиться прям черный, как кожаный портфель, потому что папа Маркуса, он черный, его в темноте не видно, пока он не улыбнется. Вообще черный. Вот знаете, как смола черный. Он аж отдает в синеву, когда на солнце хорошенько побудет, он аж в синеву отдает. Мгла такая, темнота. Так что вот такую историю вам рассказала, трепетную свою из жизни. Вот, 10 лет прошло, ему исполнилось вот 12 ноября, 10 лет, аж не верю. Вот, ну вот как-то так. Спасибо вам, что вы дослушали до конца, спасибо вам, что вы со мной. Спасибо, что вы гости моего канала, подписчики. За внимание спасибо, за любовь, за теплоту, за добрые слова. Если вы тоже хотите такого ребеночка, замечательная идея. И вообще хочу вам сказать, что все желания, которые исходят от сердца, из души, Вселенная их слышит. Ну а то, что вы просто так придумали, оно не засчитывается. Все должно быть очень искренне от вашего сердца. Я желаю вам добра, желаю благополучия, любви. И хотела бы сказать, что, пожалуйста, любите ваших детей безусловной любовью. Просто потому, что у вас родился сын или дочка, неважно какого цвета, неважно, кем он хочет стать в жизни, неважно, что он делает. Просто принимайте своих детей такими, какие они есть, и любите их безусловной любовью, вопреки всему. Это очень важно для счастья, для высокой самооценки ваших детей и так далее. Ну все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.